Я никогда такого не делал раньше, но когда-то надо начинать. Я приглашаю вас принять участие в моем расследовании. Журналистском расследовании по открытым источникам. Вот такая история. Весной 24 года, этого года, я был в офисе Красного Креста по своим вопросам. И увидел женщину, примерно моих лет, которая не могла объясниться сотрудникам Красного Креста. Она не говорила по-английски в достаточной степени и не говорила по-испански. Я вызвался совершенно случайно. Я просто сидел и ничего не делал, ждал своей очереди приема. Я вызвался помочь быть переводчиком для нее. Она показывала весной этого года какой-то документ из суда, типа вызов в суд или что-то такое. Я начал переводить. Только самое начало разговора, и тогда эта женщина, скажем так, пускай ее зовут С, она просила у Красного Креста адвоката. И когда я вот только-только начал переводить, подошел переводчик Сергей, Красного Креста, штатный переводчик с русского на испанский, и он подхватил и начал дальше общаться. Я успел оставить свой контакт этой женщине, потому что у меня была очень странная история, почему вызов какой-то в суд, почему вызов в суд для беженки, и каким образом там Красный Крест засунул свой не длинный, но толстый нос не в свое дело. Давайте своими словами это называть. Через примерно месяц со мной эта женщина созвонилась, попросила встретиться. И потом мы встречались несколько раз в Барселоне. Суть в том, что она мне рассказала, что даже показала, что с ее слов в 2019 году в Уссурийске, как я понимаю, на Дальнем Востоке, с ней произошло событие. Она была подвергнута насилию сексуальному со стороны сотрудников российских спецслужб. Так она заявляет. И она заявляет, что там группа лиц, какие-то конкретные фамилии, которые она мне называла. И она заявляет о том, что потом в ее организм были встроены некие приборы, которые контролируют ее поведение. Я очень обтекаемо это говорю, почему расследование еще идет. Она мне показывала свои результаты медицинского обследования из Республики Беларусь и из России. Она ездила в разные регионы России обследоваться, в том числе почему-то в Краснодар. Как она мне объясняла, она ездила и в Южную Корею обследоваться. То есть деньги у нее, в принципе, есть, у ее семьи. Я знаю, что у него около 30-летний, сын около 30 лет и внучка. И вот здесь, в Испании, Красный Крест не может понять, что с ней происходит. Я не могу понять, что с ней происходит тоже, почему ее вызывают в суд здесь, в Испании, и она ищет адвоката по уголовным делам. Я не могу понять, что происходит с ней. Собственно, мой вопрос в чем? Те, кто живет в России, особенно те, кто живет во Владивостоке, в Уссурийске,
Слышали ли вы такую историю об изнасиловании кого-то? И как вы думаете, что с этой женщиной? Ну, это ко всем я обращаюсь. Она мне рассказывает такие вещи, что я начал сомневаться в ее адекватности. И организовал ей встречу с профессиональным испанским психиатром. У нас была встреча. И, без специального обследования, но по первым признакам, этот психиатр сказал, что что-то с ней случилось, что явилось причиной вот этих последующих проблем с ее здоровьем. Она объективно имеет проблемы со здоровьем. Последнее, что я знаю, что якобы с ее слов она посетила испанских врачей неоднократно, и у нее нашли внедренные в тело предметы какие-то, а не народные тела. Но эти заключения у нее украли, как она говорит, и подменили на другие, где ничего об этом не сказано. Вот такая история. Подчеркиваю, что я не могу пока говорить о конкретной персоне, хотя она очень хочет того, чтобы ее история была предана огласке. Она очень хочет того, чтобы ей помогли. Готова написать хоть в ООН, хоть будущему президенту Трампу. Она нуждается в помощи. И объективно Красный Крест в той ситуации, в которой она находится, ничего кроме койко-места ей не предлагает. И почему-то, еще раз, я не знаю почему, не могу понять, из того объема данных, которые она мне рассказывает, ее вызывают в испанский суд, и она ищет адвоката по уголовным делам. Почему по уголовным, я не знаю. Она мне, с ней очень сложно общаться, потому что на какие-то вот непонятные, в какой-то момент разговора она говорит, что вот на нее оказывается воздействие стороннее, что ей тяжело, что ей нужно... В общем, она прерывает разговор. Вот. Если у вас есть мысли, а лучше какие-то сведения о чем-то, что могло произойти с ней изначально, вдруг вы с ней встречались в Барселоне, дайте мне знать. И подскажите, почему могут вызывать в суд в Испании беженку. Я знаю, что у нее красная карта, как и у меня. Вот. Но почему ее могут вызывать здесь в суд, я не понимаю. Может быть, только судебным решением могут ее признать недееспособной, и поэтому она ищет адвокатов. Не знаю. Если у вас есть знакомый адвокат, который ей может помочь, дайте мне знать. С моей точки зрения, она достаточно платежеспособная. То есть выглядит она очень неплохо. Свежая, разная одежда. Может перемещаться достаточно на большие расстояния. Видимо, семья помогает. Но поведение ее очень для меня загадочное. Все, вот такая вот история. Немножечко приоткрыл вам завесу тайны над тем, чем я занимаюсь. Это один из самых необычных случаев, которые я расследую. Совершенно случайно в него встрял. Вот. И, честно говоря, не могу уже выбросить в корзину все то, что я с ней... Все те разговоры, все те доказательства, с ее точки зрения, которые она мне предоставила. Но у меня не хватает профессиональной помощи врачей, кардиологов, потому что она говорит, что у нее есть некий стимулятор, кардиостимулятор, который нарушает деятельность ее сердца. Мне не хватает вообще вот людей, которые могли бы посмотреть на ее
медицинскую карту здесь, в России, здесь, в Испании, там, в России. Она дала мне некие копии. Почему-то я у нее вызвал доверие. Мне не хватает профессиональной помощи психиатров, чтобы могли с ней пообщаться. Честно говоря, на нее никто не обращает внимания. По крайней мере, здесь, в Испании. Плохо человеку, ладно. Не так плохо, чтобы на нее обращать внимание, как я понимаю. Но почему ее тянут в суд? Я прям видел бумажку официальную, еще тогда, в весной этого года, какую-то бумажку официальную, якобы из суда. Там по-испански было написано, но очень было похоже на повестку в суд. И она искала тогда адвоката. Почему? Она мне не отвечает на этот вопрос. Ну все, спасибо вам. Подпишитесь, если хотите узнать продолжение. Напишите, что вы думаете по этому поводу. И что мне дальше делать?